Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии, добрые слова. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Плененный вами, насколько ему сладок этот плен. Посмотрим, какую гамму эмоций испытывает загаданный вами мужчина в отношении вас. Рассмотрим, насколько ему в кайф, может быть, эти чувства, которые там накрывают его. Или наоборот, может быть, он и не хотел, и не хочет уже это все испытывать, а оно преследует его. Посмотрим. Итак, смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада. Расклад общий, девочки, не забываем. Мои хорошие, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы, только вы творец своего счастья. Итак, вспомните мужчину, глазки, улыбку, тембр голоса. Назовите его имя, какой он этот мужчина. Если сейчас срезонирует, очень похоже на него, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какой мужчина пришел на расклад? Какой он? А он мне рассказывает про женщину, принцессу, которую он говорит, я думала на подарок небес. А тут подмена понятий, мне свинью подложили. Не получилось что-то с этой женщиной. Ну, сейчас я буду уточнять, о чем это он. Ой, прикольное сочетание. Это авторская колода, девочки. Вот эта карта, она изначально, мы ее придумывали. И смысл был такой, вот такой подарочек. Думали, нормальный подарок, а тут как свинью подложили. Таких подарков, знаете, как говорят, таких друзей и врагов не надо. Так вот тут таких подарков не надо. И тут рядом же подарок настоящий. Тут как будто бы человек, может, запланировал, напланировал то, что, допустим, вот с этой принцессой, с какой-то женщиной, во всех смыслах она замечательная. Тут и внешние данные, интеллект, способности, навыки, в принципе, идеальная в чем-то для него. Вот. А тут что-то получилось совсем не идеально. Обернулось все. Так. Начинаем. Какой этот мужчина? Первая карта, как будто бы он говорит, я встретил свою то ли вторую половинку. Очень часто мне эта карта проигрывается. Ощущение, как близнецовые пламена, да? Одна душа на двоих. Чем это? Что-то карты так странно перетасовала я. Какой мужчина? Ну, знаете, вот у меня такое ощущение, как будто бы мужчина продолжает следить за женщиной. Ну, так вот мне идет. При этом 100% взаимоотношения требуют, ну, как минимум, другого, иного подхода. Может быть, по-другому нужно проявляться. Ну, мужчине, женщине, как будто бы. Так как раньше они то ли выстраивали эти взаимоотношения, то ли пытались, то как будто бы так не получится дальше. И если продолжать в том же я не знаю, как вам сказать, направлении, да, ничего хорошего, ничем хорошим это не закончится. У кого-то тут, в принципе, уже они как испорчены. Нужно
отношениям карта очищения вышла. Очищение, потому что уже тяжелая ноша. Может быть, очень много каких-то, знаете, недосказанностей, какие-то, может, как не обязательно это тайны, но как будто человек что-то не договаривает, или ему проще промолчать, чем это озвучить. Вот тут вот, может, вскрылась с одной стороны, со второй. Я не хочу все на мужчину тут наговаривать, что это он в чем-то тут прям виноват во взаимоотношениях. Но тут как будто бы отношениям нужна перестройка. Отношениям нужно начинать с очищения, так как уже дальше некуда пытаться, даже тут пытаться, по-старому не получится их выстраивать. Маска, опять-таки, может быть какое-то недоверие, может быть попытки, опять-таки, умолчать о чем-либо. У кого-то карта воровство, якорь. Знаете, иногда проигрывается у меня сочетание такое. Воровство — это когда человек привык брать и мало во что вкладываться. Или в принципе воровство — это как желание усидеть на двух стульях. Может быть, если не свободен, где-то на стороне получить. Получить то, чего не хватает в основном в союзе, браке. Как восполнить вот этот дефицит. При этом карта якорь. Мужчина, в принципе, заинтересован в материальной сфере. То есть он будет прикладывать усилия. Для него материалка имеет огромное значение. Если уже есть брак, союз какой-то с кем-либо, и там уже очень стабильно и давно, и, может быть, вкладывался человек, то показано для него это имеет огромное значение, чуть ли не перевес в сторону этой, ну, скажем так, не обязательно это тихая гавань, ну, зона комфорта какая-то материальная. Человеку не камильфо с чистого листа создавать там ощущения такие, как бедный студент, там заново что-то выстраивать свою жизнь. Нет, это не его путь, это не его желание. Так, мужчина. Сейчас я уточню, тут белая ворона. Я спрошу, белая ворона — это он? Это женщина? Ну, это скорее какая-то женщина. Опять вот тут, знаете, как-то вот тут принцесса, а тут он все рассказывает, он под впечатлением. Какая-то женщина, она для него очень привлекательна. Карта эволюция. Тут у этой женщины идет рост развития, она собой занимается. Он где-то за ней посматривает, видит ее привлекательной. Эволюция не просто внешне, там, может быть, она там, понятно, какие-то процедуры косметологические там делает, да, посещает этого косметолога, еще что-нибудь куда-нибудь ходит, прикладывает усилия для того, чтобы прекрасно выглядеть, да. Но тут еще характеристика на нее, она не такая, как все, она для него другая, и тут инаковость какая-то. Не обязательно даже там такой вот у него не было. Но тут еще как будто бы какие-то качества у этой женщины. Может быть, проявление, может быть, даже мировоззрение этой женщины. Оно перекликается с его мировоззрением. Тут как вглядывается в нее. Он видит как свою вторую половинку. Вот такое вот. И карта ключик. Ему хотелось бы, конечно, ее понять, разгадать. Но отчасти это невозможно. Так. Ну, что-то какие-то странные карты. Я тут спрашиваю подарок. О чем это подарок? Это женщина, для него подарок. Это женщина-ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями, увлекающаяся эзотерикой. Скорее всего, могли люди встретиться не в то время, не в том месте, да, вот страстью, у кого-то влюбленность, увлечение.
Но тут карта медведь — это мужчина, который несет ответственность за что-то уже, может быть, у него созданное. Или, в принципе, такой запрос, знаете. Женщина такая подарок, но при этом она не потерпит какого-то отношения такого к себе. И быть второй, третий или запасным каким-то аэродромом. Тут женщина хороша сама по себе. При этом тут карта эгоизм. Вполне возможно, с одной стороны, рядом с ней больше ложилась карта эгоизма, высшее я. Тут, скорее всего, женщина не захотела взаимоотношений каких-то, развития. Там, где ее обесценивают, там, где она, как будто бы она говорит, а почему ко мне такое отношение, а чем я это заслужила? Я не хочу, я заслуживаю самого лучшего. Тут мне так прям идет, девочки. Но, скорее всего, тут мужчина не смог дать женщине то, чего она хотела, на что она претендовала, на что была ориентирована. Ну вот почему-то мне так, как будто бы вот этот подарок, это как шансы какие-то, которые были не взяты или исковерканы как-то. То есть ее, может быть, запрос на другой формат, иной формат взаимоотношений, на его какие-то проявления мужчины. Но тут не встретила одобрения это все. Я как будто бы карта воздуха, охлаждения. Люди могли на время разойтись. Люди могли, ну тут он даже показательно мог манипуляции включать. Попытки друг друга, ну, знаете, где-то подчинить, сломать, укрощение строптивого. Как будто бы отношения могли несколько раз начинаться, заканчиваться, тут расходиться, троеточие во взаимоотношениях. И вообще показано, что этим отношениям нужно очищение, так как раньше, опять ни к чему хорошему это не приведет. Вокруг, кстати, какие-то сплетни. И уже длительное время вокруг него, вокруг этой женщины. Что? Ну, кстати, этой женщине могут приписывать какие-то романы, могут рассказывать и распространять сплетни про то, что на самом деле она хитрая, не такая она белая пушистая, какой кажется, а вот может рассказывать, что у нее все продумано, и тоже ей бедный студент какой-то не нужен. Ей нужен мужчина такой, проявлялся, ну, действительно вкладывался во взаимоотношения. Тут что-то такое. Вот такая у меня сигнификация, тут больше получается совместная. Да, тут больше я спрашиваю за него, а он мне рассказывает про какую-то женщину, а на него что? Подчиняется. Ну, тут у него уже несколько раз как будто выскакивают карты, для него огромное значение имеет его материальное положение, статус. Тут, видите, вокруг шеи цепи и рядом карта Земля, стабильность, материалка. Золото, бриллианты, да, яхты, пароходы. Для него это где-то даже ключевое какое-то значение это все имеет. Еще характеристика на него. Человек идет за своей какой-то мечтой, цель у него есть. Это, скорее всего, реализация в социуме. Хотелось бы, может быть, тут такие запросы, знаете, может быть, уже очень много сил, энергии потрачено. Там у кого-то это карьера, хотел бы блестящую карьеру построить. У кого-то тут прям уже себе как будто бы тут не просто намечтал. Тут уже как будто человек прикладывал усилия, может быть, для того, чтобы какую-то нишу занять вот в социальной этой сфере, да. Тут, может быть, чему-то обучался, а теперь эти знания вкладывает в свое настоящее и будущее. По карте звезда. Но тут человек не сидит сложа руки, тут он действительно прикладывает усилия для того, чтобы тут, опять-таки, для него очень важно вот это одобрение социума, может, уважение, почитание. Но вот тут такой вот человек. Мне такой вышел мужчина. Еще карта жадность перевернулась, для кого это актуально. Мужчина может быть не особо щедрым, да? Давайте так. Практичный, прагматичный, земной очень. Вот такой вот мужчина у меня вышел. Подпишись на канал и поставь лайк.
Итак, плененный вами, насколько ему сладок этот плен? Какие он эмоции в принципе испытывает? Насколько ему кайфово от того, что он в вас влюблен? Давайте так говорить. Или это ему причиняет дискомфорт? Так. Насколько ему сладок этот плен? Так, плененный вами мужчина. Кого вы тут очаровали? Насколько ему комфортно пребывать в таком состоянии? Плененный вами, насколько ему сладок этот плен? Начинаем, смотрим. Ну, влюбленные, да? Реализация. Интересная карта. Сейчас будем трактовать. Ой, треугольник вышел у меня любовный. Да, мужчина может быть длительное время, если не свободен, или если еще, ну там, какая-то еще одна женщина на горизонте, да, давайте так, или из бывших не до конца доразведен, мог осознанно сходиться, расходиться, я имею в виду с вами, пытаться на вытянутую ручку по отшельнику какие-то эмоциональные эти качельки, и вам устраивал в том числе. Первая карта у меня свобода. Свободолюбивый очень товарищ, в принципе. Может быть, уже есть болезненный опыт во взаимоотношениях, не обязательно с вами, в принципе. До вас там мог быть какой-то. Тут он уже, видите, как будто бы во всеоружии. Из-под бровок вот так вот зыркает, да, с мечом, с кинжалом наперевес. И карта токсичность. Он говорит, тут как будто бы человек боится отчасти стать, может быть, подкаблучником, зависимым, боится влюбляться, боится вот даже зависеть от женщины. Тут токсично, вплоть до того, что он может совершать какие-то такие нелепые поступки или так в моменте даже как-то так себя проявлять, тем самым давая, пытается дать понять женщине, что я никогда не буду там у тебя на побегушках, да. Для меня на первом месте моя свобода. Для меня важно, чтобы мной не манипулировали. Скорее я буду манипулировать, чем я позволю, чтобы мной кто-то манипулировал. То есть в той серии, знаете, как мужчины говорят, еще не родилась та женщина, да, которая будет мной управлять. Ну вот что-то из этой серии, девочки. Тут прям токсичная свобода, даже если ему плохо от этой свободы. Повторюсь, тут как будто бы на протяжении вот этих вот этого расклада тут какая-то такая тонкая нить, как будто бы кто кого укротит. Будто бы мужчина даже смотрит на женщину, вот в которую он влюблен, и он где-то считывает и свои проявления. Он видит в ней также вот это вот какое-то свободолюбие, да, желание также оставаться, ну, скажем так, свободной, не марионеткой. Так, тут, если, повторюсь, актуально для кого-то треугольники любовные, то тут карта сова — это мудрость и отшельник. То есть мужчина мог прикладывать усилия для того, чтобы, правда, предотвратить даже какое-то любовное вот это вот влечение, страсть. Он, по большому счету, хотел сделать как-то это по-умному, по-мудрому. Может, правда, как будто бы вот, понимая, что он влюбляется, и при этом, если у него там основные какие-то отношения, брак, союз с кем-то, он мог отстраняться, он мог бежать от этой влюбленности, как
уж не знаю, как это, как отыщать Диада, да. Хотя тут дальше карты говорят о том, что потом он мог срываться, тут как ребенок, ему не хватало, он уже подвлюбился, и тут он, сломя голову, мог бежать опять к женщине, в которую он влюбился, потому как тут карта чаша, это любовь. Он осознал, что он любит, что это уже любимая женщина. При этом, если женщина не свободна, да, или в принципе женщина могла озвучить: я хочу полноценные взаимоотношения, карта аиста, это деток, совместный там союз, в смысле серьезные взаимоотношения, переход на какой-то другой уровень, то он, мне так кажется, как будто бы или не в полной мере, или не смог это дать, так как карта тут энергетический пробой. То есть то, что женщина знает себе цену, тут 100% как будто бы. И он понимает, что, конечно же, она заслуживает самого наилучшего, но я это дать не могу. Опять-таки, где-то, если у женщины не свободна и у нее семья, может быть, тут как в бинокль, видите, подсматривать, тут карта зависть. Завидуют ее мужчине, завидуют тому, что у нее может быть там все более-менее спокойно, стабильно. Тут опять-таки какие-то, это даже не то, что, это зависть карта, да, зависть, может быть, агрессия, злоба даже от того, что она не со мной, хотя по большому счету, мне кажется, женщина могла давать ему шансы, и в принципе, как будто бы вот такой формат, как ты хочешь, я не могу тебе дать, поэтому довольствуйся тем, что я могу тебе предложить, да. Роль любимой женщины, вот тут как-то так. При этом сам же прекрасно понимает, что это не особо как-то так честно. Так, мог уходить с головой в реализацию, где-то вот, дабы забыться, вычеркнуть из памяти, из сердца эту женщину. Тут максимально может человек уходить в зарабатывание денег, там рост, развитие, в принципе, карьеры, да. И по влюбленным у кого-то сохраняется все-таки выбор из двух женщин. Выбор, даже если это не женщина, это значит выбор, это вы и, может быть, там семья, вы и это карьера, работа. Как будто бы еще есть какие-то приоритеты у него в жизни, помимо вот влюбленности в вас. Насколько сладок этот плед. Тут ему бы хотелось контролировать свои эмоции, а он их не может контролировать. Тут влюблен, но при этом может страдать, при этом может собственноручно зачеркивать, при этом максимум усилий прикладывать для того, чтобы женщина даже не поняла, не догадалась ни в коей мере. Отчасти может быть потому, что не готов он. Давайте спрошу. На какие-то конкретные проявления ты готов? Тут такой мужчина все равно себе там твердит, говорит: это пройдет, это пройдет. Тут продержаться надо, это пройдет. А оно что-то не все проходит. Рассосется, само рассосется. Так, давайте посмотрим. Ты готов как-то проявляться в сторону этой женщины? Подчинение. Женщина ты подчинен. Нереальное что-то. Ваша карта вопрошающая, карта собака, друзья, подчиняюсь. Как минимум дружить, как минимум налаживать взаимоотношения ты готов. Наказывать женщину. Он говорит, если я буду с ней как будто бы выходить за рамки дружеских взаимоотношений, это повлечет наказание в социуме. Для вас? Тут у кого-то женатик, или вы не свободны. Карта кольцо. Тут или отношения порицаемые в социуме,
да, или труднореализуемые, опять-таки же, все сюда же. Или же, в принципе, он говорит, что если, ну, этой женщине нужно кольцо, ну, как будто бы, если, вот когда он как-то хочет такую какую-то грань тонкую вот соблюсти, как будто бы дружба, а ты не преследуешь вот за этой дружбой, не камуфлируешь это, как, знаете, желание вас при себе держать, не потерять. Это как запасной аэродром. Ну, это мечта. Мечта женщины, чтобы была рядом. Ну, знаете как, особо ничего не требовала, но была всегда рядышком. Это в идеале, ему так хотелось бы. Так, другими словами, скажи мне, в отношении женщины, которая смотрит этот расклад, твои эмоции? Она для меня непонятная, таинственная, ведьма ведающая, привлекательная, манкая. Тут женщина-загадка. Так. Книга. Очищение. В чем это? Эта карта, она уже не первый раз, я смотрю, она там переворачивается. То есть, да, он вашу ценность осознает, ну, понятно осознает, но тут столько каких-то еще эмоций. Опять-таки, карта, говорящая о том, что взаимоотношения в прежнем формате не, ну, не, как вам сказать, не жизнеспособны. Нужно их перезагрузить и по-другому начинать пробовать. Потому что слишком много во взаимоотношениях какой-то борьбы, желания, вот, может быть, доказать. Вы хотите, вот будет по-моему, он говорит, да нет, будет по-моему. Как будто бы вот, может быть, вовлекаясь в эту борьбу, люди могут терять самое главное, там, вот ощущение вот этой вот любви, ощущение у кого-то прям сексуальное влечение, привязанность, желание быть с этим человеком. Тут как будто бы люди могут сами разрушать вот собственными какими-то поступками и желанием кого-то даже наказать. Один второго хочет наказать, так как он как будто бы выходит за рамки, как будто бы не поступает так, как, допустим, вы ожидаете, да, вот этот мужчина. И у вас желание его почему-то наказать, бороться. Ну, в идеале мужчина и женщина, они вообще не должны бороться. Тут что-то как-то все идет не так, совсем как, ой, как в принципе, да, может быть, вам бы хотелось бы. Но с его стороны тут тоже. Вот, с одной стороны, есть ваша ценность, осознание этой ценности, с другой стороны, нежелание, может быть, где-то, знаете, как подчиниться. Он говорит, как будто бы на что я согласен, это вот в каких-то как дружеских отношениях быть. А большее как наказание, может быть, для нас сейчас. Человеку не хотелось бы каких-либо сплетен, он минимизирует какие-то проявления для того, чтобы отчасти даже не было сплетен каких-то. Не хотел бы он вокруг вас, вокруг себя этих сплетен. Он скучает. В данный момент человек по вам скучает. Ну, вот такой у меня расклад, девочки, получился сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.